Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам топ-10 моих смартфонов, субфлагманов, которые я советую к покупке в 2024 году. Напоминаю, мой путь для того, чтобы создать топ. Я сначала делаю много-много обзоров на все, что я покупаю. После этого, разумеется, эти товары в 99% случаев продаю. Подбираю из того, что я покупал и тестировал, лучшие 10 и вам о них рассказываю. Опять же, по моему субъективному мнению. Структура любого обзора. Есть один обзор на смартфон, допустим, если вы его видите в топе. Помимо этого, еще обзор одним кадром, где я хожу, снимаю на основной модуль, и вы можете оценить, насколько хорошо они снимают. И еще обзор в играх, так называемая прожарка. Иногда я играю и провожу тесты на несколько часов. То есть вы на каждые эти смарты можете увидеть минимум 3 обзора на канале. На какие-то из них по 2, но в основном на 3. Чем отличаются субфлагманы от флагманов? В первую очередь ценой. Очень часто субфлагманы имеют даже такой же процессор, как у флагманов. А по большому счету могут габаритами отличаться, допустим, как Xiaomi 14. Посмотрите топ, напишите в комментах, что вы выбрали для себя для использования, какие в первую очередь подводные камни. И помним, что вы выбираете смартфон под себя. Повторяю, что у каждого из этих смартов есть еще и возможности фото и видео. Исходники я скидываю в свою личную телегу, можете их скачать и посмотреть либо на своих мониторах, на которых вы будете потреблять контент, который вы будете снимать, либо на своих компьютерах, ноутбуках и смартфонах, для того, чтобы понимать, насколько удовлетворяет вас картинка. По поводу игровых возможностей то же самое. Смотрите прожарки. По поводу общего впечатления, ощущения от девайса, смотрите комментарии под обзорами, потому что там много купивших, и они в основном делятся не какими-то положительными эмоциями, а проблемами. Смотрим. Всем привет, с вами как всегда Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня настал черед топа 10 смартфонов субфлагманского уровня. Напоминаю, а кого-то информирую, что на все смарты из моего топа есть отдельный полноценный обзор с распаковкой, результатами синтетических тестов и многочисленными примерами работы фото и видеокамер на основном канале. Также есть лайв-канал, на котором есть обзоры одним кадром без монтажа, чтобы вы понимали, как смарт работает в реальных условиях. И еще есть лайв-канал, на котором мы проводим прожарки данных смартфонов. Можете приходить, там в течение нескольких часов я проводил почти у всех этих смартов тестирование. Начинается мой топ 10 место с Xiaomi 13T Pro. К плюсам данного смарта я отнесу защиту от влаги стандарта IP68, последний мощный процессор от Dimensity 9220A+, возможность видеосъемки на основную камеру в 8К, специальные настройки камеры от Leica, хотя у них есть варианты и без Leica, поэтому будьте аккуратны, если будете покупать его. Стереозвук, пиковая яркость экрана в 2600 нит и прямые грани экрана, что очень удобно по мне для игр. В комплекте вы получаете сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, ключ для извлечения прорезинового лотка под 2 нано-сим-карты, краткую информацию, силиконовый чехол, кабель питания с USB-A на Type-C и блок питания на 120 Вт. Весит смартфон 206 граммов, а габариты его 162 на 76 на 8,5 мм. Дизайн смартфона интересный, но тыльная часть глянцевая и маркая. Выполнены из стекла, а рамки пластиковые. Пользоваться одной рукой смартфоном можно, но не особо комфортно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, микрофоны с громким и довольно качественным звуком, но все равно здесь у нас полуторка. На борту есть предустановки звучания и хорошо есть кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, и как порт тоже на борту. Смарт также оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 точек, с поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Always On Display на борту, притом полноценный, за что отдельное спасибо Xiaomi, потому что иногда они не так делают. Плотность пикселей 446 ppi. Напоминаю, что флагманская это 500 ppi, но даже в iPhone 15 Pro Max этого дела нет. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости достаточно, пользоваться смартом можно без проблем. Автояркость отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 144 Гц. Автоматический режим также на борту.
Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. Мультитач на 10 касаний тоже есть. DC-диминг на борту, шим небольшой, но все же в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев в экране, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо, но один отпечаток пальца можно завести 5 раз, что мне ой как не нравится, но многим наоборот кажется полезным. Так только у Xiaomi, по-моему. Распознавание лиц срабатывает даже под углом, можно завести до 2 лиц. Стандартно. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9200+, графический процессор Mali G715 MC11. Операционная система MIUI 14 Global на базе Android 13 версии была на момент обзора, сейчас уже 14. И, разумеется, обновления еще будут прилетать. Оперативная память на выбор 12 или 16 гигабайт, а внутренней памяти может быть 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт в версии UFS 4.0. Есть поддержка Wi-Fi 6, есть поддержка eSIM, что круто. Смарт может работать в 5G сетях, а для 4G есть 7 и 20 бенды. Напоминаю, что, по-моему, 13T в принципе в китайской версии не существует, она сразу глобалка. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчики приближения меня не подводили. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль в наличии, устанавливаем MirPay и расплачиваемся смартфоном. GPS-тест показал стандартную точность в 1 метр, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart показал время автономной работы 7 часов 31 минуту на 144 Гц экрана и максимальной яркости. Work Performance показал средние 13420 баллов, быстрая зарядка в 120 Вт на борту, заряжается Smart полностью за 23 минуты. Притом по заявлению производителя 17 минут. Ну, здесь смотря как смотреть, и напоминаю, что они тестируют все в лабораторных условиях. Отмечу, что для этого времени работы нужно включить в нем функцию быстрой зарядки, и при этом Smart очень сильно нагревается. Результаты тестов смотрите в отдельном обзоре, если кратко. Все не супер хорошо, но ничего критичного я не заметил. По камерам Xiaomi работала совместно с Leica, притом, повторяюсь, есть еще варианты без настройки от Leica у камер. Когда будете покупать, обращайте внимание. Основной сенсор на 50 мегапикселей IMX707 с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей и портретный сенсор на 50 мегапикселей. Видео Smart пишет максимум 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей расположен в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение съемки видео у него 1080p 30 FPS. За примерами, повторяюсь, переходите по ссылке в описании в основной обзор. Там есть и сравнение с другими аппаратами, как всегда. Плюс еще есть комментарии уже купивших, их там хватает. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, нет функции MSHL подключения, нет беспроводной зарядки, марки корпус, шим. Яркость в играх Smart сбрасывает, хоть и не до минимума, но все же. Сильный разряд батареи при просмотре видео меня тоже удивил. Резюмирую, очень годный смартфон как по спекам, так и по качеству исполнения. Отдельный плюс за защиту от влаги, которая отрабатывает, в отличие от Nubia Z60 Ultra, которая погибла у меня и восстановлению не подлежит. Минусы я перечислил, и если вам не важно качество видеосъемки на фронталку и вы не играете очень много в игры, то этот вариант вам зайдет. Даже если в игры играете, но там нужно будет очень долго и упорно настраивать. 9 место сегодняшнего топа я отдал OnePlus Ace 3, и он тоже часто бывает по хорошим ценам на распродажах. К плюсам данного смартфона я отнесу механический переключатель режимов звука, я люблю это дело у OnePlus, отличная яркость экрана, отличная стабильность под нагрузкой, возможность съемки в 4К 60 FPS, отличный внешний вид и быструю зарядку. Переходим к комплекту. В комплекте мы имеем хороший силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 100 Вт с китайской вилкой, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Русский язык на борту, и, к слову, у меня китайская версия смартфона. Не, она блокировалась, но об этом чуть-чуть позже. Габариты смартфона 164 на 75 на 11,5 мм вместе с блоком камер, а вес 208 граммов. Приобрести OnePlus Ace 3 можно в розовой, голубой и черной расцветке. Напоминаю, что у меня в руках китайская версия смарта, в глобале он будет OnePlus 12R. Ну и сразу тем, кто испугался после блока, я его разблокировал, и в итоге мне он обошелся дешевле, чем Realme 12 Pro Plus, потому что у меня был возврат средств, но об этом тоже подробнее в ролике. Дизайн смартфона особо не меняется, но несмотря на это, выглядит данная модель по мне хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки из авиационного алюминия, а с фронтальной части экран защищен Corning Gorilla Glass Victus второй версии, за что отдельный плюс. Качество материалов отличное, собран смартфон хорошо, но зазор в блоке камер есть, как и у двенашки. Опять же, никаким образом это на функционал не влияет, но эстетика страдает капитально, притом очень у многих. Смартфон в руке лежит комфортно,
грани закругленные, экран водопад. Пользоваться одной рукой в целом удобно. На корпусе расположили кнопку питания и качели регулировки громкости без люфта, механические переключатели режимов звука, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, а жаль, также нет поддержки MSL подключения. Далее есть два микрофона и динамики с поддержкой Dolby Atmos. Звучание качественное, и в настройках можно выбрать профиль сценария или профиль среды. Линейный двигатель по оси X практически, как всегда у смартфонов OnePlus, тактильно приятный и настраиваемый с поддержкой технологии O-Haptics. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека не завезли, как и защиту от влаги и пыли. Смартфон оснащен Oriental X1 AMOLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя, закругленные края и дисплей с чипом Oppo P1. Рамки у экрана минимальные, но вот вырез под фронтальную камеру маленьким не назовешь. Соотношение экрана к корпусу 94,2%, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 450 ppi, что хорошо, но такая же плотность пикселей была и у OnePlus Ace 2 Pro. Максимальная яркость 1600 нит, а пиковая яркость 4500 нит. По моим замерам, на 100% яркости экран выдает 1300 люксов, а в пике 1900 люксов. Адаптивная регулировка яркости работает корректно, ко всему есть адаптация цвета к окружающему освещению, режим комфорта для глаз, улучшение цвета видео, улучшение резкости, функция для корректного использования экрана, на котором есть вода, Dolby Vision, HDR10+, Z-Real, HDR Vivid и другие различные функции технологии. Частота обновления экрана от 1 Гц до 120, мультитач на борту и на 10 касаний экран откликается хорошо. Регулировка шима 2160 Гц, показатели шима плохие. Always on Display в наличии, разумеется, полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев отрабатывал у меня корректно. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Xiaomi, учись. Распознавание лица срабатывает отличненько, даже под углом, а внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор здесь установлен, разумеется, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Если вам надо что-то дешевле с тем же процессором, обратите внимание на iQOO Neo 9, да? С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, система охлаждения VC площадью 9140 квадратных миллиметров. Интерфейс ColorOS 14 на базе Android 14 версии, разумеется, будут обновления. Интерфейс доступен на русском, но некоторые приложения не удаляются, к сожалению. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка технологии с использованием 13 антенн, технологию по улучшению стабильности сигнала и поддержка 5G сетей. Для 4G 7 20 бенд отсутствует, но есть третий. Напоминаю, что это китайская версия. В OnePlus 12R глобальной версии все 4G частоты есть. Смартфон поддерживает VO LTE и VO Wi-Fi. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, что стандартно для китайских версий. Bluetooth версии 5.3, аудиокодеков на борту достаточно. NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно устанавливать MirPay для оплаты NFC модулем, и все будет хорошо. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 5500 мАч. PC-марки Ace 3 выдал 8 часов 20 минут на максимальной яркости экрана и максимальной герцовке, а Work Performance 12667 баллов. Smart поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Smart заряжается от 0 до сотки за 36 минут. Для управления расхода заряда и зарядки используется система Super VOOC-S. Яркость в играх Smart сбрасывает, но не сразу. Нагревается с фронтальной части до 42 градусов. И это не космос. Но очень даже много. Больше, чем большинство. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, автофокусировкой, оптической стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео в записи 4К 60 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Оптического зума нет, но есть 20-кратный цифровой зум. Фронтальный сенсор S5K3P9 на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. За примерами, повторяюсь, добро пожаловать в отдельный обзор, плюс там еще и сравнения будут. Минусы: возможность блокировки за пределами Китая, притом мне блокировка прилетела, потом после блокировки мне вернули $90, я потратил $30 на разблокировку, и в итоге мне смарт вышел меньше, чем в $300 разблокированный. Эта история плохая
плохая. Почему? Потому что лучше с этим делом не сталкиваться, но по сравнению с тем, что делала Xiaomi со своим обновлением и уведением Xiaomi-шных девайсов в ребут, лучше уж блокировка тогда. С ней хоть что-то можно сделать, да? Нет бендов, нет защиты от влаги, показатели шума не радуют, нет беспроводной зарядки, даже на распродажах стоит очень даже прилично. Резюмирую, глобалка стоит просто невменяемых денег даже на распродажах, а вот китайские версии блокируются за пределами Китая. Конечно, вам может разблокировать их продавец, но помним не только про бенды, но и при агрегацию частот, потому что агрегация частот в китайских смартфонах может быть другой. И если вы живете в маленьком городе или часто катаетесь на дачу, для вас это может быть критично. Но если вы фанат OnePlus, если вам нравится его оболочка, его виброотклик супер топовый, то этот смарт однозначно для вас. На 8-м месте моего топа расположился Honor Magic 6. К плюсам данного смарта я отнесу LTPO дисплей с частотой обновления в 120 Гц, приличную пиковую яркость экрана, мощный процессор и качественная съемка. Пусть и очень далекая от 6 Pro. Вы, конечно же, можете думать, что там все одинаково, но нет, я вас разочарую. 6 Pro снимает намного круче у Honor. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 66 Вт и ключ для извлечения слота по 2 нано-сим-карты. Весит смартфон без чехла 199 граммов, а габариты 162 на 75 на 8,5 мм без блока камер, а вместе с ним 12,4 мм. Приобрести данную модель можно в белой, черной, голубой, зеленой и фиолетовой расцветке. Черная расцветка обыкновенная, голубая и белая в мраморном стиле, а зеленая и фиолетовая расцветка имеет тыльную крышку, которая похожа на искусственную кожу, но с другой текстурой. Рамка алюминиевая, собран смартфон хорошо, грани прямые, но крышка с тыльной части и экран имеют закругленные боковые части. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости и разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Что плохо, но стандартно. Есть и капорт, и на том спасибо. Естественно, есть микрофоны и стереодинамики, звук неплохой, но и назвать его достойным я не могу. Плюс персонализировать звучание возможности нет, как и нельзя настроить силу вибрации. Про вибромотор рассказывать нечего от слова совсем. Смартфон оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1264 пикселя. Плотность пикселей в 453 ppi, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. Поддержка HDR10+, и защита из закаленного стекла. Рамки большие. Пиковая яркость по заявлению производителя 5000 нит. По факту такую яркость за время тестирования я, разумеется, не получил. По моим замерам яркость на 100% 1100 люксов, пиковая яркость 1900 люксов. Тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, а сенсорный отклик лично мне не особо понравился. Мультитач на 10 касаний в наличии, частота регулировки шума 4320 Гц, шим выше 20% не поднимается. Глаза от экрана не устают, но результаты замера шума не идеальные. Полноценный Always On дисплей в наличии, разумеется. Разблокировать экран можно при помощи отпечатков пальцев. Сканер внедрен под экран. Распознавание лиц и стандартными способами. 5 отпечатков пальцев можно заводить, зарегистрировать один и тот же нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом, но банковские приложения данный способ у меня не мог разблокировать. Хотя, опять же, многие пишут, что даже в китайских версиях работает в банковских приложениях, у меня это дело не подтвердилось. Возможно, у вас по-другому. Если вы владелец, напишите в комментах, что у вас получилось или нет. Завести можно биометрические данные до 2 лиц. Включительно. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, графический процессор стандартно для этого процессора Adreno 750, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Операционная система Magic OS 8 на базе Android 14 версии, имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. А вот поддержки eSIM нету. Но опять же, это в китайской версии. Я думаю, в глобалке, если они появятся, то она будет. Но, повторяюсь, глобалка на 6 Pro вышла. На шестерку я не слышал. Для 4G все бенды на борту, датчик приближения не подводил, и связь смартфон ловит отлично. Установлен Bluetooth версии 5.3, аудиокодеков на борту достаточно, но не максимально, что я видел. Для бесконтактной оплаты есть NFC, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки. GPS-тест же показывает стандартную точность для Qualcomm в 3 метра. Емкость аккумулятора 5450 мАч. В PC-марке выдал он 8 часов 2 минуты на автогерцовке и максимальной яркости экрана и 7 часов 16 минут на 120 Гц и максимальной яркости. То есть не сильно-то и уменьшилась автономность. Смарт поддерживает беспроводную зарядку до 50 Вт. Заряжается от 0 до сотки за 1 час. Результаты тестов, если кратко, кроме тротлинг-теста, все неплохо. Повторяюсь, что посмотрите полноценный обзор, там будет подробнее. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, оптической стабилизацией,
камерой, лазерной автофокусировкой и разрешением для видеосъемки максимальным 4К 60 FPS. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, апертурой 2.0 и макросъемкой. Телеобъектив на 32 мегапикселя с апертурой 2.4. 2,5-кратный оптический зум у него и 50-кратный цифровой зум и оптическая стабилизация. С фронтальной части мы имеем круглый вырез под фронтальную камеру на 50 мегапикселей с апертурой 2.0. Автофокусировка и угол обзора в 90 градусов. Это прям совсем круто. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 4К 30 FPS. В сравнении с Samsung S24 оба смартфона показали себя плюс-минус одинаково. По мне, примеры смотрите в полноценном обзоре по ссылке в описании. Минусы. Нет 8К для основного сенсора, нет 4К 60 FPS при 4К на фронтальном сенсоре, нет мини-джека, нет защиты от влаги, нет возможности расширить память, вставив microSD. У пользователей встречались проблемы с NFC. Маломощный он какой-то, нужно прикладывать нежно и близко. Не все программы удается установить. Смотрите прожарку на моем канале. Цена без распродаж вообще неадекватная. Резюмирую, у смартфона нет Android Auto. В дополнение к минусам выше проблемы у китайских смартфонов никуда не деваются, но если вам зашла оболочка, вы фанат Honor, если у вас ноутбук и другие девайсы от этого бренда, то причин не покупать его мало. Но цена очень смущает, если честно, при том, что если не на территории России, его можно приобрести прям супер дешево, с промиками. На 7-м месте моего топа Vivo iQOO Neo 9. И несмотря на супер ценник, все-таки у него, как вы понимаете, недостатков хватает. Но к плюсам данного смартфона я отнесу 144 Гц экрана, возможность видеосъемки в 8К, почти флагманский процессор, а фактически это флагманский, просто прошлогодний, отлично работающий тач, высокая автояркость на солнце, очень быстрая комплектная зарядка и отличный комплект. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, весит смарт 190 граммов, а габариты 164 на 76 на 8,5 мм. Приобрести смарт можно в черной, красной и голубой расцветке. Смартфон в красной расцветке выглядит запоминающимся. Но так дела обстоят только в красной расцветке. Собран смартфон хорошо, тыльная часть данной расцветки выполнена из искусственной кожи, а рамки из пластмассы с прямыми гранями. В руке смарт лежит комфортно, одной рукой пользоваться смартом можно, притом без затруднений. Но опять же, если у вас очень маленькая ладонь, вполне возможно у вас будут затруднения. Все-таки это не компакт. На одном торце расположена кнопка питания и качели регулировки громкости, далее разъем USB Type-C от OTG версии 2.0, что неудивительно, но плохо, 2 микрофона и К-порт. Для вывода звука предоставили один основной динамик, один разговорный. Звучание хоть и стерео, но полуторка. Ко всему есть заметный перекос в звучании. В настройках можно найти предустановки звучания, но кастомного эквалайзера нет. Линейный вибромотор по оси X с поддержкой 4D вибрации для игр неплохой, настраиваемый, но не лучший в этой ценовой категории. Аудиокодеков на борту достаточно. Bluetooth-версии 5.3, смарт оснащен OLED 8T LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей, частотой обновления экрана максимум в 144 Гц. Экран плоский, за что плюс, рамки не громадные, как и подбородок. Плотность пикселей 452 ppi, есть поддержка HDR10+, пиковая яркость 1400 нит, по моим замерам экран выдает на 100% яркости 880 люксов, а с включенным режимом автояркости на солнце 1200 люксов. Яркости в целом достаточно для комфортного использования. Тест на частоту дискретизации касания показал неплохой результат. В играх экран показал себя отлично в плане сенсорного отклика. Мультитач на борту на 10 касаний откликается одновременно без проблем. Шим затемнения до 2160 Гц. Показатели шима выше 20% не поднимаются. Результат хороший, но не супер. А DC-диминг включается автоматически при снижении яркости. Полноценный Always On дисплей в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лиц и стандартными способами. А также есть комбинированный способ разблокировки, в принципе, как и у всех. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Сканер отпечатков пальцев работает корректно. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. За что плюс. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Также есть игровой чип Q1, а графический процессор используется Adreno 740. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии. Google сервисы на борту. Русский язык есть. Интерфейс работает хорошо. Микрофризы встречаются, но очень редко. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память быстрая UFS 4.0. На выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии. Поддержка 5G сетей. Для 4G сети Band 7 на борту 20 отсутствует. Связь смарт ловит хорошо. Датчик приближения отрабатывает корректно. Запись разговора есть и без уведомления о начале записи. У собеседника NFC
смарт поддерживает, MirPay встает без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность в 4,6 метров, что странно и не очень хорошо. Емкость аккумулятора 5160 мАч, в PC-марке смартфон выдал 10 часов 5 минут, смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, заряжается от 0 до сотки, в среднем по моим тестам за 27 минут без активации функции супербыстрой зарядки, а с ней 24 минуты. Тест в играх смарт прошел хорошо, яркость не сбрасывал, плюс у него доступны максимальные настройки графики и 90 FPS для PUBG. Но он их не держал. Конечно, и нагрелся до 41 градуса. Повторяюсь, смотрите польза стримы, где мы проводили его прожарку. Хотя смарт очень классно, учитывая стоимость. Результаты тестов в отдельном обзоре полноценном, если кратко, они слегка странные, так как стресс-тест он смог пройти только 45 минут. А Wildlife стресс-тест он отказался проходить без холодильника. Что есть, то есть. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и одной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX920 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертурой 1.9. Также есть сверхширик на 8 мегапикселей. Запись видео доступна с основного сенсора 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Цифровая стабилизация также на борту, а суперстабилизация работает только при 1080p 60 FPS. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, находится он по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. За примерами, как всегда, заходите в основной обзор, также в мой телеграм-канал, куда я скидываю исходники фото и видео. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, нет 20-го бенда и агрегация частот, повторяюсь, не как в глобалках для России. Беспроводной и реверсивной зарядки нет. Смарт не радует качеством видеосъемки. И вряд ли будет радовать. Айку не про это. Резюмирую, по совокупности характеристик смарт очень неплохой. Но качество фото и видеосъемки у него хромают, как ни странно. Он, кстати, является супер-мега-топом в категории до 30 тысяч рублей. И у меня есть топ-10 на канале до 30 тысяч. Вот он вне топа, он лучше всего этого топа. Если вы за тридцатник его приобретете, вам повезло. Все минусы нивелируются ценой. Процессор вроде бы давно уже выпускается, но оптимизирован в этом смарте он по мне плохо, судя по результатам тестов. Однако русский язык есть в китайской версии, оболочка не лагает, а летает, работает смарт хорошо, и этот бренд не был замечен в случаях блокировки смартфонов за пределами Китая, как есть у Realme и OnePlus, как вы помните, в китайских версиях. И у него, в отличие от Xiaomi, не прилетали прошивки, которые окирпичивали устройство. Если вам нужен относительно компактный смартфон с хорошей скоростью работы, стабильными показателями в играх, записью звонков без уведомления собеседника, то вам он однозначно зайдет. Рекомендую. На шестом месте моего топа красуется Vivo X100. К плюсам данного смарта я отнесу защиту от влаги, мощный процессор, отличные результаты в Antutu, супербыструю внутреннюю память, в максимальной комплектации супербыструю оперативку и яркий экран, наличие русского языка и Google сервисов, несмотря на китайскую версию, и хорошее качество фото и видеосъемки. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота по 2 нано-сим-карты, краткое руководство, чехол, кабель с Type-C на Type-C, блок питания на 120 Вт и сам смартфон. Весит смарт без чехла 206 граммов, а габариты 164 на 75 на 85 мм без блока камер. Поставляется данный девайс в черной, красной, голубой и белой расцветке. Тыльная часть белой расцветки выполнена из глянцевого стекла, а рамки из алюминия. В красной и голубой расцветках тыльные части имеют разные текстуры, а черная расцветка стандартная с матовым покрытием. Дизайн устройства стильный, круглый блок камер с интересно оформленным кольцом выглядит отлично. Корпус марки, но в белой расцветке отпечатков пальцев на корпусе незаметно, что не скажешь про блок камер. Смарт имеет водонепроницаемость класса IP68, лежит смарт в руке удобно, конечно, он не компактный, использовать его одной рукой затруднительно, но кому-то будет самое то. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, почти как у всех. MSL подключение смарт не поддерживает, далее есть микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Звучание стерео, но не полноценное. Легкий перекос по громкости есть, но звук довольно качественный. Также на борту есть предустановки звука. И капорт в наличии, Bluetooth аудиокодеков, повторяюсь, достаточно. Смартфон оснащен OLED 8T LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей 1,5К. Разрешение можно изменять в настройках. Имеется поддержка 1,7 миллиарда цветов, технология HDR10+, цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 8 миллионов к 1. Плотность пикселей 453 ppi, рамки симметричные,
отличные, вырез под фронтальную камеру не громадный. Цветопередача хорошая, углы обзора тоже отличные. Персонализировать экран и интерфейс под свои предпочтения можно без проблем. Есть достаточно много настроек и функций для комфортного использования смарта. Пиковая яркость 3000 нит, по моим замерам экран выдает 1000 люксов. Подробнее в обзоре. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости хватит. Пользоваться смартом можно без проблем, запас яркости хороший. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана 120 Гц с адаптивным режимом. Тест на частоту дискретизации касания показал приемлемый результат. Экран не быстро откликается на 10 касаний одновременно, но откликается. Частота регулировки шима 2160 Гц. Шим не самый маленький, но все не очень плохо. Полноценный Always On Display в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо. Зона распознавания сканера довольно большая. И завести несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя, за что плюс. Распознавание лиц срабатывает быстро и даже под углом. Завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9220, графический процессор Mali G720 Immortals MP12, операционная система Origin OS 4 на базе Android 14 версии, перевод неплохой и шрифт можно поменять в настройках. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Также есть версия с 16 гигабайтами ОЗУ типа LPDDR5T. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии, поддержки Dual 5G, поддержка 5G сетей. Для 4G 7 бенд на борту, а вот 20-го нет. Так что если любите катать на дачу далеко, подумайте 10 раз и проверьте своего оператора. Может быть, он 20-й бенд и не использует. Связь смартфон в больших городах ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, меня не подводили. Поддержки eSIM, правда, нет, но есть запись разговоров без уведомления собеседника о начале записи, на то это и китайская версия. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, Bluetooth последней версии 5.4 NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 1 метр, но смартфон на процессорах от Qualcomm справляются с навигацией по моим тестам корректней. У вас может быть как-то по-другому, напишите, может быть у вас смарты на МТК в навигации лучше. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в письмарке смарт выдал космические 8 часов 21 минуту при максимальной яркости и 120 Гц экрана. Я ожидал, что все будет хуже на медиатеке, а Work Performance 13366 баллов, а это скромно. Смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, от 0 до сотки заряжается за 33 минуты. Вспоминаем 13T Pro с его 17 минутами и улыбаемся. В играх с одновременным стримингом на Твиче яркость сбрасывается, но незначительно. Результаты тестов, повторяюсь, можете посмотреть в отдельном обзоре. Сейчас кое-что вы видите на экране. В Antutu Smart потратил слишком много заряда по мне аккумулятора и нагрелся аж на 14 градусов. Это космос какой-то. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и тройной LED-вспышки. Над камерами Vivo работали совместно с Zeiss. Основной сенсор VC-S Bionic на 1,49 дюйма, Sony IMX920 на 50 мегапикселей с апертурой 1.57, лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией. Сверхширик Samsung GN1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0 и углом обзора в 119 градусов и телесенсором OmniVision OV64B на 64 мегапикселя. Как он всех достал, правда, с апертурой 2.57, фокусным расстоянием в 70 мм и оптической стабилизацией. Имеется трехкратный оптический зум, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, фронтальный же сенсор здесь на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео скромное 1080p 60 FPS. Фотографии получаются очень шикарные, да и по видеосъемке данная модель хороша. Все примеры смотрите в моем телеграм-канале. Минусы: нет беспроводной зарядки, нет 20-го бенда, нет мини-джека, довольно приличная стоимость. Тач лично мне не понравился. Резюмируя, смарт слегка не допилили, как по мне. Зачем производитель решил устанавливать проц от MediaTek, мне непонятно. Тем более вивовские аппараты. Они всегда а-ля флагманы. Это у BBK жемчужина. По мне, он расходовал слишком много батареи при игре в PUBG. При фотосъемке смарт рисует всем красивые лица, даже если у вас улучшалки на нуле. Они нравятся пользователям, но они совсем не настоящие. Но если вы пользовались китайскими смартами, если вы знаете, зачем он вам, и вы любите Vivo, можете его смело покупать. Хотя Vivo особым спросом в России не пользуются. Опять же, можете меня поправить. Перепродавать их очень сложно после обзоров. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там еще где-то в течение недели будет распродажа на Али, но на Али, в принципе, ежемесячная распродажа, и от этих цен я бы вам советовал танцевать. На 5-м месте сегодняшнего топа красуется Vivo IQ
12. Разумеется, iQOO позиционируется как отдельный бренд, но мы все прекрасно знаем. Основными плюсами данного смартфона я считаю экран со 144 герцами, абсолютно прямой, как я люблю, металлическая рамка, хорошая сборка и неплохая съемка, плюс адекватный ценник. А также он позволяет очень приятно играть. Им просто приятно пользоваться в повседневной жизни. К слову, некоторые миллионные блогеры даже с ним ходят. Не будем показывать пальцем. В комплекте вы получите краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, сам смартфон с защитной пленкой, силиконовый чехол, блок питания с китайской вилкой на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Габариты устройства 163 на 75 на 9 мм, а вес 204 грамма. Продается смарт в черной, красной и белой расцветке. Коллаборация с BMW. Внешне мне смартфон нравится, но подобный блок камер с сильно закругленными углами, прямым текстом на любителя. Тыльная часть стекло, рамка выполнена из алюминия. Защита от влаги и пыли стандарта только IP64, грани закругленные, в руке смартфон лежит удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что для нас уже неудивительно в этой ценовой категории, и капорт, микрофоны, а по звуку нам предоставили 2 основных динамика и 1 разговорный. Звучание качественное, и персонализировать его под свои предпочтения возможность есть. Bluetooth кодеков, разумеется, достаточно. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, вибромотор линейный по оси X, тактильно приятный, ближе к топовым. Настроить силу вибрации в iQOO 12 можно, как и настроить тактильный отклик. А для игр есть 4D вибрация, но она работает только в определенных китайских играх, как вы прекрасно понимаете. Смартфон оснащен LTPO AMOLED дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей, с частотой обновления экрана до 144 Гц. Разумеется, 144 Гц можно обнаружить только в китайских приложениях. Экран прямой, рамки симметричные, но подбородок есть, хоть и не громадный. Плотность пикселей с запасом в 452 ppi, пиковая яркость в режиме HDR 3000 нит. По моим замерам, экран выдает 900 люксов на 100% яркости. Яркости экрану достаточно. В солнечный день можно пользоваться смартфоном без проблем. Тест на частоту дискретизации касаний выдал неплохой результат. В играх сенсорный отклик отличный. Мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается без проблем и быстро. Частота регулировки шума 1440 Гц, показатели шума поднимаются почти до 20%, полноценный Always On дисплей в наличии. Он использует новую технологию с низким энергопотреблением и минимальной частотой обновления в 1 Гц. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя, за что отдельный плюс. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. И внести биометрические данные можно только 2 лиц. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, графический процессор Adreno 750, плюс установлен чип версии Q1, отвечающий за более плавную отрисовку кадров и интерполяцию разрешения, но не во всех играх. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, русский язык в стоке есть, шрифт можно поменять, а работа оповещений настраивается. Но они периодически слетают, и приходится после каждого обновления что-то подстраивать. У меня было так, по крайней мере. Оперативная память LPDDR5X и на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сети 7 и 20 бенд на борту. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, проблем с датчиком приближения у меня не было. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи. NFC смартфон поддерживает, и на данный момент можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем, разумеется. GPS-тест показывает точность 3-4 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Work Performance смартфон выдал 13980 баллов. Smart поддерживает быструю зарядку до 120 Вт. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 35 минут. Отмечу, что яркость экран смартфон не сбрасывал, как и FPS при тесте в игре. Заходите посмотреть на лайв-канал и оценить его. Результаты тестов, повторяюсь, смотрите в отдельном обзоре. Кратко, все хорошо, но результаты не максимальные для этого железа. По камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной сенсор OmniVision OV50H на 50 мегапикселей с апертурой 1.7 и оптической стабилизацией. Телеобъектив OmniVision OV64B на 64 мегапикселя с апертурой 2.6, трехкратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов. Запись видео доступна в 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Для сверхширика Samsung S5 KG-N1 4К 60 FPS максимум. Есть несколько режимов стабилизации видео, HDR-съемка, режим микро
микрофильмы, фильтры и не только. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в вырезе, но вырез визуально кажется больше, чем в iQOO 12 Pro. Притом значительно. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Зачем такую дырку было делать ради такого разрешения, непонятно. И жаль. Примеры смотрите в полноценном обзоре, часть из них вы видели, разумеется, Smart с чем-то там сравнивал, но посмотрите и увидите. И в личном моем телеграм-канале есть исходники фоток. Рассматривайте. Smart классный. Минусы: медленный порт Type-C, плохая фронтальная камера, нет поддержки eSIM, нет беспроводной зарядки и реверсивной зарядки, разумеется, нет Android Auto, разумеется, будут проблемы с настройкой оповещения на Audio, кому надо, но все это решаемо. Хотя очень часто при обновлениях все это дело будет слетать, и вам нужно будет все это дело заново настраивать. Резюмирую, за эту стоимость это максимально хороший вариант. У Smart есть минусы, конечно, у каждого производителя они есть. За вменяемые деньги вы получите отличную стабильность, производительность, поддержку всех нужных бендов в России, в 4G неплохие камеры, Google сервисы и русский язык из коробки, что в принципе характерно для всего бренда iQOO. У Smart отличный звук, приятная вибра, да, есть проблемы с оповещениями, но их можно решить, если зайти во всем известный форум, не буду его называть, и делать все по инструкции. На 4-м месте своего топа я поместил Xiaomi 14, притом глобальная версия иногда торгуется по 58-59 тысяч на Alina распродаже, смотрите, повторяюсь, ТГ скидок, и за эти деньги он прям вау. Но это еще надо успеть купить. Основные плюсы, которые хочется выделить в глобальной версии данного смартфона, это защита от влаги IP68, поддержка Android Auto, настоящий экран с LTPO, поддержка 4К 60 FPS на фронталке и хороший экран с отличной яркостью. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и поддержка eSIM, руководство пользователя, силиконовый чехол, кабель с USB-A на USB-C и блок питания на 90 Вт. Весит смартфон без чехла 196 граммов, а габариты составляют 153 на 72 на 8,5 мм. Приобрести Xiaomi 14 можно в черной, белой и зеленой расцветке корпуса. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая. Сборка хорошая, как и качество материалов, но корпус марки. Пользоваться смартфоном одной рукой можно довольно комфортно, без проблем. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1. И это прям очень круто. Вы ощущаете уже, что мы в первую пятерку вошли, и здесь уже OTG-шечка нормальная. 4 микрофона и стереодинамики с сертификацией HRS Audio и Audio Wireless. И Dolby Atmos. Разговорный динамик слегка тише основного, к сожалению, вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Bluetooth кодеков достаточно, и капорт стандартно для Xiaomi в наличии, но он расположен в блоке камер. Smart оснащен OLED C8 LTPO дисплеем на 6,38 дюйма с разрешением 2670 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц. Можно настроить герцовку для каждого приложения отдельно, но не все приложения это поддерживают. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, и HLG. Полноценный Always On дисплей, как и DC-Dimming, в наличии. Показатели шима слегка выше среднего. Плотность пикселей 460 ppi, пиковая яркость до 3000 нит в режиме HDR. Максимальной яркости в солнечный день при прямом попадании света на экран более чем достаточно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно. Тест на частоту дискретизации касания мне понравился. Проблем с откликом я не встречал. Мультитач есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает получше, чем в китайской версии. Распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Вот такой вот субфлагман. Графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. И те, кто скажут, что это флагман у них, нет. У них есть 14 Pro, у них есть Xiaomi 14 Ultra. Обзоры на канале, кстати, 14 Ultra недавно торговали по 92 тысячи. Кто-то успевал за 80 взять, но это в глобальной версии. На прохе супер скидок не было. Операционная система HyperOS на базе Android 14 версии, разумеется, будет обновляться. Одним из последних обновлений прошивки Xiaomi отправляет некоторые свои смартфоны в бесконечную перезагрузку, но это было не на HyperOS, а на MIUI. И мало у кого, но все равно ощущение того, что ты можешь всю информацию на Xiaomi потерять сразу из-за обновы, оно напрягает. Почитайте предварительно форумы, чтобы оценить всю глубину глубин, и поэтому тоже 4 место, а не 1, не 2, не 3. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей. В глобальной версии есть все бенды для 4G, что отлично, и вся необходимая агрегация частот. Датчик приближения отрабатывает корректно, Bluetooth версии 5.4, аудиокодеков на борту достаточно, NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки
NFC модулем. GPS-тест показывает стандартную для Qualcomm точность 3 метра. Емкость аккумулятора 4610 мАч. В PC-марке он выдал 8 часов на максимальной яркости экрана и максимальной герцовке. Заряжаются от 0 до сотки от родного адаптера питания на 90 Вт за 45 минут. Также есть беспроводная зарядка до 50 Вт и реверсивная. Результаты тестов смотрите в отдельном обзоре. Стабильность плохая, если кратко, но задерживаться на этом не будем. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, вспышки и направленного микрофона. Основной сенсор Samsung Light Fusion 900 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.6 и лазерной автофокусировкой. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов и апертурой 2.2, но без автофокуса, и телеобъектив S5KG-N1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 75 мм, оптической стабилизацией, апертурой 2.0. Запись видео доступна в разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор OmniVision на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Цифровая стабилизация также на борту, как и оптический зум 3.2X вместе с цифровым. Сравнение видеосъемки глобальной версии Samsung S24 смотрите в полноценном обзоре по ссылке в описании. Кратко, разница есть, но не огромная. Минусы: нет автофокуса на сверхширике, шим не радует, мини-джека нет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, стерео неполноценное, блок камер царапается моментально. Лично у меня. Резюмирую, это хороший смарт. Влагозащита поможет вам пользоваться смартфоном под дождем, не опасаясь за его работоспособность. Но, спойлер, лучше все равно всегда опасаться, потому что никто вам, если вы его утопит, менять не будет. Фото и видео смарт снимает хорошо, хотя конкурентов у него более чем достаточно в эти деньги. Экран отличный, смарт показал себя великолепную автономность в PC-марке, и ценник на глобальную версию вовсе гуманный, если брать, опять же, распродажу. Вне распродажи он улетел в космос, и смотреть на него не стоит. В остальном, китайская версия будет, наверное, лучшим выбором для многих, если у вас нет возможности приобретать его выгодно на сейлах. Хотя, повторяюсь, что все китайские версии лучше использовать в городе, а на дачах 20-й бенд иногда нужен. Тройку лидеров сегодня открывает Asus ROG Phone 8. Основными плюсами этого смартфона являются заточенность под игры с RGB подсветкой на тыльной крышке, 165-герцовый экран, 2000 люкс на ярком солнце и почти 1000 люкс во время игры. Последний процессор от Qualcomm, хорошая камера для игрового смартфона, наличие мини-джека, 2 порта для зарядки с возможностью обходного питания смарта, чтобы не убивать батарею, защита от влаги IP68 и сенсорные триггеры. В комплекте мы имеем руководство пользователя, пластиковый чехол, сам смартфон с защитной пленкой, за что минус, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, блок питания на 65 Вт с китайской вилкой. При первичном включении смартфона вам предлагают сразу настроить силу нажатия триггеров, после чего запускается приветствие, мини-обучение и игра. Слот прорезиненный под 2 нано-сим-карты. Весит смартфон 226 граммов, а вместе с чехлом 246 граммов. А габариты Asus ROG Phone 8 163 на 77,8 на 13 мм. Приобрести смарт можно только в черной и серой расцветке. Смарт выглядит отлично. Тыльная часть выполнена из стекла с матовым покрытием, а рамка алюминиевая. Из элементов дизайна есть логотип ROG с RGB подсветкой и различные надписи на тыльной крышке смартфона, плюс интересно оформленный блок камер. В руке смарт лежит удобно и не выскальзывает, собран он отлично, материалы качественные. Хотя, опять же, некоторым кажется, что там какой-то там зазор, хотя сколько бы у меня рогов не было, везде зазор этот есть, а с дури можно много чего сломать и сжимать и все остальное. Хотя народ умудряется с этого дела еще и с продавцов стрясти какую-то компенсацию. Смарт не отдает, разумеется. В общем, не смотрите обзора, он таким и должен быть. У меня был ROG Phone 8 и 8 Pro, и глобальный ROG Phone 8 Pro, и Tencent версия ROG Phone 8 Pro, и Tencent версия ROG Phone 8. У всех такая щель. Просто с разной силой надо нажимать. Так что это не брак. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 и сбоку еще разъем USB Type-C версии 2.0 внизу. Функция OTG на борту, а вот MSL подключения смартфон не поддерживает. Далее есть 3 микрофона с технологией и шумоподавлением Asus и динамики. К слову, влаги он не боится, я его топил, все было хорошо. Звук, разумеется, стерео, имеется поддержка Dirac Virtuo, Snapdragon Sound, сертификация Harris Audio и Audio Wireless. Звучание отличное и громкое, ко всему есть различные настройки для звучания, для проводных наушников предоставили мини-джек на 3,5 мм. Список поддерживаемых Bluetooth кодеков более чем достаточный. Bluetooth версии 5.3, вибромотор линейный по оси X, мощный, тактильно приятный и настраиваемый. Для улучшения игрового процесса используется система управления ультразвуковых сенсорных кнопок с поддержкой различных видов жестов, плюс есть наведение с помощью гироскопа. В играх использование подобного управления не всегда удобно, ко всему нужно обязательно привыкать. Но постепенно привыкните и настроите эти дела под себя. В смарте установлен Samsung Flexible E6 AMOLED дисплей на 6,78
0,2 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран с технологией LTPO и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц, но максимальная частота поддерживается до 165 Гц. Матрица экрана абсолютно плоская, дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, подбородок небольшой, но есть. Остальные рамки не громадные. Цветовой охват 107% DCI-P3, 145% sRGB и 103% NTSK. Имеется поддержка HDR10+, плотность пикселей скромная в 388 ppi, пиковая яркость 2500 нит. По моим замерам экран выдает 2000 люксов легко. Автоматическая регулировка яркости быстро адаптируется под смену освещения, тач на 720 Гц, тест на частоту дискретизации касания показал неплохой результат, но я ожидал, честно, большего. Несмотря на это, в играх экран показал себя отлично. Мультитач на борту, экран на 10 касаний одновременно откликается довольно быстро, показатели шима выше 40% не поднимаются, а в режиме DC-диминга не выше 30%. И это, я вам скажу, много. Always on Display в наличии и полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, и завести два одинаковых отпечатка пальца несколько раз можно, а внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, графический процессор Adreno 750, система охлаждения GameCool и два графитовых листа, проводником с быстрым охлаждением, нитрид бора и паровая камера. Плюс у них есть, разумеется, фирменный кулер. Интерфейс ROG UI на базе Android 14 версии, оперативная память LPDDR5X на 12 и 16 ГБ, внутренняя память быстрая UFS 4.0, но только на 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G, 4G сетей ниже. Все бенды на борту, конечно, все зависит от версии, к примеру, в китайской версии для 4G нет 20-го бенда. По Wi-Fi связь стабильная, а мобильную сеть смартфон ловит отлично, микрофоны с датчиком приближения справляются хорошо. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем, GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра. В глобальной прошивке, к слову, есть запись разговоров без уведомления собеседника о начале записи, что странно. Емкость аккумулятора 5500 мАч, PC-Mark выдал результат 5 часов 15 минут на 165 Гц и максимальной яркости экрана. А в автояркости и автогерцовке смарт показал уже 9 часов 23 минуты. Смарт поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, а также обходную зарядку и беспроводную зарядку до 15 Вт. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 56 минут. Что касается оптимизации игрового процесса, то мы имеем такие функции технологии, как X-Sense версии 2.0 для автоматизации некоторых моментов в играх, к примеру, сбор предметов, X-Capture для обнаружения лучших моментов в игре и записи их, фоновый режим для игр и не только. Результаты тестов хорошие, если кратко. За подробностями заходите в отдельный обзор, в который раз напоминаю. Так же, как обзор одним кадром, для того, чтобы посмотреть, как камера отрабатывает, и прожарка этого устройства на канале была. Польза стрима. Посмотрите, как он себя вел в тестах в онлайне. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 стандартненько на 50 мегапикселей с апертурой 1.9 и оптической стабилизацией. Сверхширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефотосенсор на 32 мегапикселя с апертурой 2.4 и трехкратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и, конечно же, есть 4К 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 FPS. Фронтальный сенсор снимает видео с роллинг-шаттером, но если не крутить смартфон вокруг себя, то картинка довольно плавная и не дерганая, но шумов очень много даже при дневной съемке. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD, полностью смарт не разряжайте, потому что он у меня с нуля очень долго стартовал. В целом, первый раз, когда я его разрядил в ноль, мне понадобилось больше часа, чтобы его реанимировать. Суммарно. Решение проблемы я искал 5 часов. У Asus'ов, притом, это довольно стандартная тема. В 8 Pro у меня, допустим, экран даже не реагировал на то, как я его пытаюсь зарядить, а потом смарт активировался, когда была 100% зарядка. Так что их желательно в нули не разряжать. И нет АК-порта. Резюмирую, если вам нужен смарт, заточенный под игры, то вариантов у вас в принципе нет. У вас либо Red Magic третьего эшелона, которые перегреваются, но на них очень много зарабатывают продавцы, либо Asus'ы, потому что Black Shark перестали выпускать свои смартфоны. Да, у смартфона не самая высокая плотность пикселей, смарт потерял свою индивидуальность для кого-то, в отличие от предыдущих моделей. Но с другой стороны, этот смартфон уже рассчитан на массового потребителя с уклоном в мобильный гейминг. Перепрошитый на глобалку китаец не имеет 20-го бенда и не может получать обновления по воздуху. Вам нужно будет их скачивать, и они автоматически будут устанавливаться на смартфон. Я это, к слову, уже делал. Дело 2 минут. Но кого из энтузиастов это останавливало? Ведь такие смартфоны берут в основном энтузиасты, которые понимают особенности таких смартов. По сути, вы получаете настоящий флагман со всеми флагманскими опциями. Только для игроманов. Однозначно рекомендую к покупке. На втором месте моего топа
красуется Samsung Galaxy S24. К плюсам данного смарта я отнесу защиту от влаги IP68, уменьшенные относительно предыдущих версий шим, действительно компактные размеры, наличие автофокуса на фронтальной камере при съемке в 4К 60 FPS, что очень круто. Комплект поставки ультра скромный. В комплекте вы получаете смартфон без наклеенной защитной пленки, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Габариты устройства 147 на 70 на 7,8 мм без блока камер. Вес всего 166 граммов. Поставляется смарт в желтой, черной, серой и фиолетовой расцветке. Что касается дизайна, то грани в новом смарте теперь прямые, плюс они теперь не глянцевые. Из рук смартфон не выскальзывает, что хорошо. Пользоваться одной рукой очень удобно, тем более система оптимизирована для использования смартфона одной рукой. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамка алюминиевая. Собран смарт качественно, материалы отличные. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. MSL подключение смартфон не поддерживает, на борту есть предустановки под разные сценарии использования, Dolby Atmos для игр и кастомный эквалайзер. Качество звука хорошее, оно объемное и приятное. И приятнее, чем в прошлой модели. Вибромотор тактильно классный, ко всему можно настроить силу вибрации. С помощью HDMI Type-C кабеля можно подключать смарт напрямую к телевизору, вы получаете DeX-панель и смарт используется как тачпад. Вообще вариантов развития событий море в отдельном обзоре смотрите. Смарт оснащен дисплей Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Экран плоский, без закруглений и защищен Corning Gorilla Glass Victus второй версии. Плотность пикселей 416 ppi, пиковая яркость отличная 2600 нит. По моим замерам экран выдает 620 люксов на 100% яркости и 2100 люксов в пике. Частота обновления экрана адаптивная от 1 Гц до 120 Гц, и это заявляет сам производитель, но в простой он почему-то показывает 24 Гц, как и прошлая модель. Тест на частоту дискретизации касания показал хороший результат, мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный AOT в наличии, плюс он нового формата. Шим поднимается до 45%, да, это лучше, чем в шим, выше 100%, как у них до этого было, но все равно плохо. Разблокировать экран можно стандартными способами разблокировки, отпечатком пальцев, сканер внедрен под экран, распознаванием лиц, ну и в принципе все. Все как у всех. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и стабильно, но можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. А максимально, что странно, можно завести только 4 пальца. Распознавание лица срабатывает хорошо, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен Samsung Exynos 2420 с графическим процессором Samsung X-Clips 940. И сразу на втором месте этот смартфон только по той причине, что у меня на руках версия на Snap, и все-таки второе место это за вот две версии в сумме, потому что Exynos это плохой вариант развития событий, лучше выбирать на Snap. Обзор на него будет в перспективе ближайшей, плюс еще будет, разумеется, прожарка и обзор одним кадром. Расскажу, чем они отличаются и какие мои ощущения от обоих смартфонов, потому что они разные, хотя они одинаковые. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 только для версии на 256 ГБ и 512 ГБ, а для версии 128 ГБ тип памяти UFS 3.1. Ко всему память еще и медленная. Интерфейс One UI версии 6.1 на базе Android 14 версии, разумеется, обновы будут прилетать. Смарт поддерживает функцию Samsung DeX, Android Auto, SmartThings, Smart Switch и большое количество различных и полезных функций. Плюс есть технология Galaxy AI с такими функциями, как синхронный перевод, но с русским языком он не работает. Чат-ассистент, умный редактор, поиск по выделенной области, и все это на базе искусственного интеллекта. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже, поддержка eSIM. Для 4G 7 и 20 бенды на борту. Связь смартфон ловит хорошо, и датчик приближения не глючит. Запись разговоров в стоке отсутствует. Bluetooth предпоследней версии 5.3. Список поддерживаемых аудиокодеков довольно скромный. Для бесконтактной оплаты есть встроенный NFC-модуль, и GPS-тест показывает точность 3 метра. К слову, по поводу бендов, это касается наличия всех бендов и агрегации частот только смартфонов на Exynos. Про Snap читайте отдельно. Смотрите, какого вы региона будете покупать. Емкость аккумулятора 4000 мАч. В PC-марке выдал он отличный результат в 9 часов 8 минут при автояркости и на 120 Гц экрана. Смарт поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, беспроводную зарядку до 15 Вт и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 4 минуты. И это, конечно, печаль, но вот такая вот а-ля быстрая зарядка у самсов. Смарт сбрасывает яркость в играх практически сразу. На Exynos в играх он ведет себя ужасно. Результаты тестов показали ожидаемо плохие результаты. Смотрите их в отдельном обзоре по ссылке в описании. Процессор тротлит, но тест проходит не совсем печально, по крайней мере без морозилки, в отличие от Red Magic'ов всяких. Основной широкоугольный сенсор Samsung GN5
1.5 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, двухкратным зумом оптического качества, 30-кратным цифровым зумом, оптической стабилизацией и разрешением для съемки 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Но 120 FPS для 4К нет, в отличие от S24 Ultra, в которой есть в профессиональном режиме 4К 120 FPS. Притом даже в версии на снапе у меня нет 4К 120 FPS, в Samsung S24 даже в проф-режиме. Далее мы имеем телефотосенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2.4, оптической стабилизацией, трехкратным оптическим зумом и технология Dual Telezoom. Последний сенсор — это ультраширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2, автофокус Dual Pixel, фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом находится в верхней части экрана по центру, и максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Примеры, как всегда, в отдельном обзоре, и плюс еще вы можете посмотреть исходники в моей личной телеге. Напоминаю. Минусы: скромная яркость на 100% яркости. Опять же, для Samsung система, которая очень быстро поедает заряд аккумулятора, поддержка зарядки только на 25 Вт, и это тоже печально. Жаль, только в 4К нет 120 FPS, как на Samsung S24 Ultra, на которой я пытался снимать обзоры. К слову, все обзоры на канале сняты на iPhone 15 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro Max и 15 Pro Max. Частично на камеру, но на камеру снимается, наверное, процентов 5 из всего, что вы увидите. Скромный комплект поставки, шим у экрана и виновник всех бед — процессор Exynos. Хотя на снапе, я вам скажу, тоже не все так волшебно. Память очень медленная, опять же, в минимальной комплектации на 128 гигабайт. Нет ИК-порта и нет мини-джека. Резюмирую, 7 лет поддержки и обновления обещает Samsung для своих топовых смартов. Но вместе с поддержкой они, скорее всего, ухудшат камеру и еще что-то сделают, чтобы пользователь пошел за их очередным флагманом. Плюс супромат никто не отменял, материалы устают, и все зависит от сценариев использования. Вполне возможно, через 7 лет ваш смартфон будет волшебен. В целом у смарта очень много недостатков, начиная с медленной внутренней памяти и заканчивая комплектом поставки, да и всеми теми минусами, которые я сегодня озвучил. Да и с шимом они до сих пор не научились бороться на 100%. Но при всех своих недостатках компактный смартфон от А-эшелона. Из всех других смартфонов есть только Xiaomi 14. Если вы не играете в игры часами и хотите максимально удобно использовать оболочку в компактном корпусе, то вариантов у вас просто нет. При всех недостатках этот смарт по праву занимает почетное второе сегодняшнее место. Первое место сегодняшнего топа, я думаю, что многие будут удивлены, Oppo Find X7. Притом Oppo Find X7 Ultra, как вы помните, в моем топе флагманов отсутствовал. Почему? Все очень просто. Потому что когда ты флагман, у тебя должен быть какой-то крутой планшет, крутые часы, притом глобальные, разумеется, крутые ноутбуки и все остальное. К субфлагманам претензий чуть-чуть меньше. И помним, что это единственный смартфон, который я не рекомендую ни в коем случае покупать для перепродажи, потому что Oppo никому не нужно. Посмотрите, сколько на Авито лежит Find X7 Ultra и по каким ценам. Все почему? Потому что людям очень нравятся смартфоны Oppo, нравятся флагманы Oppo, как и Samsung, но все фанаты Oppo и Sony готовы их покупать только за 50% от цены, а не по полному ценнику. Вот такая вот магия фанатов у нас. Во всяком случае, я вам говорю как человек, который 6 лет покупает какие-то девайсы, тестирует их, а потом продает. Oppo продать сложно. К основным плюсам данного смартфона я отнесу отличные камеры, которые могут снимать в 4К 60 FPS, и вы можете переходить с одного модуля на другие даже в 4К 60 FPS. Конечно же, у него отличный экран с отличной яркостью и плотностью пикселей, переключатель режимов и металлическая рамка. В комплекте у нас сам смартфон, наклеенная защитная пленка, которая уже на экране, зарядное устройство с китайской вилкой на 100 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, чехол, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и краткое руководство пользователя. Вес смартфона составляет 201 грамм, а габариты 164 на 75 на 11,8 мм. Продажи из доступных цветов есть синий, черный, коричневый и фиолетовый. Дизайн смартфона такой же, как у старшей модели, выглядит он круто. Все тот же круглый блок камер с кольцом, которое всегда хочется покрутить для регулировки фокуса, но, увы, кольцо не несет никакого функционала, кроме дизайна. Рамка смартфона выполнена из алюминия, а тыльная часть из искусственной кожи, но только в коричневой и синей расцветке, так как в черной и фиолетовой расцветке тыльная часть выполнена из стекла. Качество сборки отличное, материалы тактильно приятные, на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, что бы вы думали, версии 2.0. Вот такая вот печаль. Также на корпусе можно обнаружить микрофоны, дополнительную кнопку в виде ползунка переключателей, ИК-порт и динамики. Смарт имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP65, динамики воспроизводят неплохой стереозвук. На борту есть предустановки звучания и вибромотор линейный по CX, тактильно приятный. Смарт оснащен изогнутым OLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселей и частотой обновления экрана от
1 до 120 Гц. Покрыт экран стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2-го поколения, рамки не громадные, цветовой охват 100% DCI-P3, технология Dolby Vision, HDR Vivid Z-Real, Pro XDR и HDR10+, плотность пикселей 450 ppi, пиковая яркость заявленных целых 4500 нит. По моим тестам экран максимально выдал 1300 люксов, автоматическая регулировка яркости подстраивается хорошо и быстро, как и функция автоматической регулировки цветовой температуры. Тач на 240 Гц максимум, а по умолчанию 125 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания выдает средний результат. Регулировка шима 2160 Гц, процент шима не лучший, что я встречал, но до 20% шим не поднимается. Разумеется, также есть полноценный Always On Display. Мультитач есть, и на 10 касаний экран откликается довольно шустро. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает без промахов и довольно быстро. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, ко всему один и тот же отпечаток пальца завести нельзя. Распознавание лица же срабатывает быстро даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9320 с графическим процессором ARM Immortals G720 MC12. И да, я не люблю МТК, но здесь он реализован довольно неплохо. Интерфейс ColorOS 14 на базе Android 14 версии, операционная система удобная, но китайский софт на 100% разумеется не удалить. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Ко всему для 4G 7, 3 и 20 бенды на борту. Датчик приближения не подводит, связь смартфон ловит хорошо. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, Bluetooth кодеков достаточно. Для бесконтактной оплаты в смартфоне установлен NFC модуль. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В письмарке в тесте на автономность смартфон выдал 5 часов 59 минут на максимальной герцовке, яркости и разрешении экрана. В играх яркость смарт сбрасывает, но совсем немного. Результат отличный. Смарт поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, заряжается смартфон за 26 минут. Игровой режим имеет много полезных настроек смартфонов. Результаты тестов, если кратко, все неплохо, несмотря на цифры в бенчмарках. Основной широкоугольный сенсор Sony LYT808 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.6 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Телефотосенсор с перископом на 64 мегапикселя с апертурой 2.6, оптической стабилизацией, трехкратным оптическим зумом, гибридным шестикратным зумом и 120-кратным цифровым зумом. Последний сенсор — это ультраширик на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, углом обзоров в 119 градусов, автофокусировкой и макросъемкой на 3,5 см. Фронталка на 32 мегапикселя с автофокусом и максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Камеры настроены совместно с Hasselblad, в стоке есть много различных интересных фильтров для фотосъемки. В обзоре смотрите примеры съемки, если кратко по видео смарт снимает близко по качеству с iPhone 15. Фронтальный сенсор у Find X7 не топ, у него нет даже 60 FPS, но при этом он не совсем мрачный. Множество примеров, как всегда, находится в отдельном обзоре, а их сходники в моей личной телеге. Минусы: старый Type-C, стандарт защиты только IP65 от влаги, реальную работу LTPO в смарте я так и не увидел, перевод неполный, нет Android Auto, не будет у вас необходимой агрегации частоты. Кто бы что ни говорил, мой основной плюс данного смартфона, помимо того, что это субфлагман и к нему чуть-чуть другие претензии, это качество съемки. Оно классное, и за эти деньги, а он всегда торгуется выгодно, притом на любой площадке, потому что Oppo не популярный бренд. Вы получите реально флагманский смартфон с нефлагманской ценой. Резюмирую, если вы знакомы с китайскими смартфонами или умеете пользоваться поиском по тематическим форумам, это лучший смарт в плане фото и видеосъемки и стабильности работы. Никогда не думал, что скажу такое про процессоры Dimensity, но здесь они вывозят. И даже фронталка, в отличие от остальных 90% китайских смартов, работала вполне достойно. Да, возможно, проблемы с оповещениями, да, не все китайские приложения удаляются со смарта просто, но в общем это самый достойный смарт по совокупности всех характеристик из категории субфлагманов для не перепродажи, а для многолетнего использования. По мне, заслуженное мое первое место. Но помним, что аксессуаров под него практически нет. Но на то он и не флагман, чтобы к нему не было флагманских претензий, правда? И резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Смотрите, давайте по местам. Вот 10 место. Xiaomi 13T Pro. Оно очень часто бывает на распродажах, выгодно приобрести, возможно, в 40 с лишним тысяч. Насколько он хорош? Ну, он масс-маркет.
То есть очень много людей его купило, очень много форумов, посвященных этому смартфону. Он классный и в каком-то смысле это даже флагман, но не фотофлагман однозначно. По 9-му месту OnePlus Ace 3. Замечу, что это не OnePlus 12R, хотя это одинаковые смартфоны, но у Ace 3 нету, разумеется, всех бендов, и его могут блокировать. У меня его, кстати, блокировали, повторяюсь, но я его разблокировал, и в итоге он мне вышел в $300. Повезет ли вам так, как мне? Сомневаюсь. И разблокировка устройства такое себе удовольствие, если честно, с возвратом средств от продавца. Но в целом, если вы будете покупать китайскую версию, а не 12R, она будет на 25% дешевле. И если она будет разблокирована, то вы вообще будете рады. OnePlus — это отдельная вселенная, и я их всегда могу рекомендовать. Во всяком случае, пока вы их не потестировали, вы не поймете, в чем магия этих кислородов и подобных оболочек. Хотя, опять же, китайская версия не на кислороде, как вы понимаете. 8-е и 7-е место я объединю для вас. Это Honor Magic 6 и iQOO Neo 9. Это очень-очень классные смартфоны. Тем более iQOO Neo 9 реально купить в 30 тысяч, а Magic 6, к сожалению, он снимает очень круто, но если вы думаете, что он снимает так же, как Honor Magic 6 Pro, флагман, вы очень сильно ошибаетесь. Он снимает намного хуже, и по этой причине он в топе так низко. Но в целом, если бы у меня сработал там Face ID под банковские приложения, он бы был выше. По поводу iQOO, это ультра дешево за его железо, но недостатков у него тоже море, и он в топе у меня смартфонов до 30 тысяч рублей для приобретения, потому что лучшего даже близко ничего не лежит за эти деньги. Но в субфлагманах это шатка-валка. А 9 Pro я вообще не советую покупать, что является флагманом у линейки Neo iQOO, потому что за такие деньги там вообще ничего нет, за какие деньги его продают. 6-е и 5-е место еще два китайца. Это Vivo X100 и iQOO 12. iQOO 12 чем хорош? Что 1 миллионник техноблогер с ним ходит, а Vivo X100 хорош съемкой, но опять же вы должны понимать, как снимает Vivo. Оно снимает всегда классно, но у Vivo, помимо того, что они всегда снимают классно, они всегда рисуют классно. Реальность фотографии и видео очень далека от того, что вы видите. У iQOO 12 мне реально не нравится внешний дизайн. Может быть, вам он нравится больше, чем мне. И плюс габариты. Вообще, в целом, вот эта линейка, то, что была до 12, мне очень нравился у iQOO супер топа. А это, ну, уже не то. Они попытались сделать что-то особенное, в итоге не особо у них вышло, хотя субфлагман отличный. 4-е и 3-е место — это Xiaomi 14 и ROG-Phone 8. В чем их особенность? У ROG-Phone 8 у вас нет альтернатив, если вам нужен свежий игровой смартфон. Это ROG-Phone 8. У Xiaomi 14 есть проблема. Xiaomi запятнали свою репутацию тем, что они выгрузили обнову на MIUI, которая увела смартфоны некоторые в ребут, и люди потеряли информацию. Только поэтому он так низко. Так бы он был точно в первой тройке. Samsung S24 на 2-м месте. Почему? Потому что не особо они отличаются от S22 и S21. Я ходил с S-версии Samsung, я даже пытался на S24 Ultra снимать подсъемы на канале, но это не то. Яблоко, к сожалению, лучше. И Oppo Find X7. X7 Ultra у меня не было в топе на канале, потому что стоимость и то, что они предполагают, не соответствует тому, что вы получаете. Но если вам нужна классная съемка, Oppo Find X7 супер-мега топ. По поводу всего в сумме. Да, здесь очень много китайцев в этом топе. Да, между субфлагманами и флагманами очень часто по цене прям минимальная разница. Но иногда это прям максимальная пропасть. И когда, допустим, максимальная пропасть между iQOO Neo 9 и 9 Pro. И когда вы приобретаете себе субфлагман, фактически вы в 99% случаев приобретаете все, что во флагмане, просто дешевле. Это не всегда работает. Вспоминаем Honor Magic 6. Но по игровым возможностям, по железу, по процессору, по оболочке вы получаете то же самое, очень часто в меньших габаритах, допустим, S24 вспоминаем. И в целом все из этого топа я могу рекомендовать с одной оговоркой. Любое приобретение вы должны делать с умом. Все, что в этом топе, кроме iQOO Neo 9, наверное, я не рекомендую к перепродаже вообще. Потому что если вы это приобретете, это не флагманы, за которыми люди охотятся, это субфлагманы. И если вы их приобретать собираетесь, эти смартфоны, приобретайте их для себя. Смотрите все обзоры у всех блогеров, читайте везде все комментарии, мониторьте лучшую цену и приобретайте подобные устройства, потому что их можно приобрести на 2-3 года и забыть
забыть вообще об обновлении. На то это и субфлагманы. Всем девайсам в топе от меня лично да. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на телегу скидок, в которой вы вбиваете, повторяюсь, название устройства и видите динамику цен в рублевом эквиваленте. Телеграм-канал мой личный, где мы общаемся по поводу железа, и телеграм-канал взаимопомощи, где 17 тысяч пользователей друг другу могут посоветовать, что у них на руках, и плюс там больше 600 тысяч сообщений. Вбиваете свой вопрос, подбираете тег, и, в принципе, в 99% случаев можете найти ответ. Во всяком случае, вас всегда направят, где вам что искать. Девайсом, повторяюсь, от меня в топе да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!